Иногда самые большие ошибки в истории совершаются не в моменты паники, а в моменты, которые все считают разумными. Одно единственное решение, принятое в одной комнате, может через годы повлиять на жизни сотен людей, миллиарды долларов и репутацию бренда. Ирония заключается в том, что все, кто был там в тот момент, считали, что поступают правильно. История, которую я расскажу сегодня, это история именно такого решения. Сегодня я расскажу тебе об одном самолете. Снаружи он выглядит совершенно обычным. Каждый день он взлетает тысячи раз, и миллионы людей летали на нем, даже не задумываясь об этом, и продолжают летать до сих пор. Но именно этот самолет стал результатом самого дорогого решения в истории Boeing. Одного единственного конструктивного выбора, за которым последовала цепочка ошибок, и в итоге счет на миллиарды долларов. Самое интересное здесь вот что. В момент принятия этого решения на бумаге оно выглядело абсолютно логичным. Если бы ты тогда спросил руководителей Boeing, а был ли другой путь, скорее всего, ты бы услышал ответ: «У нас просто не было времени». Но в чем же настоящая причина этих потерь? Виноваты ли инженеры, принявшие это решение? Или у компании действительно не осталось другого выхода? Прежде чем мы продолжим, если вам интересны такие истории и вы хотите видеть больше подобных видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Эта история на самом деле начинается не с самолета, а с компании, которая вступила в гонку со временем. Мы переносимся в начало 2010-х годов. В авиационной отрасли давно не происходило серьезных изменений в сегменте узкофюзеляжных самолетов. Но цены на топливо росли, и авиакомпании начали считать каждый лишний килограмм керосина. Именно в этот момент Airbus представляет A32neo. Новые двигатели, меньший расход топлива, более тихий полет, сниженные эксплуатационные расходы. Для авиакомпаний это означало прямой рост прибыли. Заказы начали стремительно уходить к Airbus. Когда Boeing посмотрел на эту картину, вывод был очевиден. Если мы не ответим быстро, мы потеряем не просто нескольких клиентов, мы можем потерять будущее всего рынка. И в этот момент перед Boeing стояло два варианта. Первый – разработать совершенно новый самолет с нуля. С инженерной точки зрения это был самый правильный путь. Все можно было изначально спроектировать под современные двигатели. Но цена этого решения была высокой. Почти 10 лет разработки, десятки миллиардов долларов инвестиций и все это время доминирование Airbus на рынке. Второй путь выглядел гораздо быстрее и безопаснее. Уже существовал самолет, который летал по всему миру, был хорошо знаком пилотам и идеально вписывался в операционные процессы авиакомпаний – Boeing 737. А что если просто немного его обновить, установить новые двигатели, слегка доработать? Кроме того, такой подход значительно ускорял процесс сертификации. Модели, представленные как продолжение существующей линейки самолетов, могли получить одобрение гораздо быстрее, чем модели с полностью новой конструкцией. Это означало, что Boeing мог без потери времени реагировать на действия Airbus на рынке. В то же время для авиакомпаний это было большим преимуществом с точки зрения технического обслуживания, запасных частей и наземного обслуживания. Компании, уже имевшие в своем парке самолеты 737, считали, что смогут включить новые самолеты в свои операции практически без дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Аэродинамику оставить кабину практически без изменений. И самое главное, сделать так, чтобы пилотам не пришлось проходить полноценное обучение на новый тип. Именно этот момент оказался ключевым, потому что для авиакомпаний обучение пилотов часто обходится дороже, чем покупка самих самолетов. Но под этим решением скрывалась проблема, о которой говорили неохотно. Конструкция Boeing 737 уходит корнями в 1960 годы. В то время низкая посадка самолета была преимуществом. Короткие трапы, простая инфраструктура аэропортов, небольшие двигатели. Но с годами технологии изменились. Чтобы сделать двигатели более экономичными, их диаметр пришлось увеличить. А значит, они стали физически больше. И вот здесь начались настоящие сложности. Расстояние между крылом и землей у 737 просто не хватало для таких двигателей. Инженерам Boeing пришлось сдвинуть двигатели немного вперед и немного выше. На первый взгляд, мелкое изменение. Но в аэродинамике даже небольшие сдвиги могут иметь серьезные последствия. Новое расположение двигателей изменило распределение масс и поток воздуха вокруг самолета. В определенных режимах полета, особенно при больших углах атаки, двигатели начали создавать дополнительную подъемную силу, подталкивая нос самолета вверх. Это приводило к тому, что самолет реагировал более резко, чем ожидал пилот. Пилоты могли это почувствовать. А если бы это было официально признано, в дело вступили бы регуляторы. Самолет уже нельзя было бы считать тем же самым 737.
А это полностью разрушало маркетинговую стратегию Boeing, потому что 737 MAX продавался авиакомпаниям под лозунгом «тот же тип, минимальное обучение». И именно здесь Boeing сделал критически важный выбор. Вместо того, чтобы дальше менять физическую конструкцию самолета, крыло, шасси или фюзеляж, компания решила скорректировать то, как самолет ощущается пилотом с помощью программного обеспечения. Так появилась система МКАС. Ее задача была проста. Если самолет начинал слишком активно задирать нос, система автоматически вмешивалась и опускала его, стараясь сделать поведение самолета похожим на предыдущие версии 737. На бумаге это решение выглядело элегантным. Не требовалось серьезных изменений конструкции, не нужно было длительное обучение, и обещание «тот же самолет» оставалось в силе. Самолеты начали поступать в авиакомпании, и многие пилоты действительно считали, что летают на хорошо знакомом 737, но в конструкции системы были заложены опасные допущения. МКАС в значительной степени полагалась на данные всего одного датчика угла атаки. Если этот датчик выдавал неверную информацию, система тоже принимала ошибочные решения. Более того, большинство пилотов даже не знали о существовании МСАС и не представляли, насколько агрессивно она может работать. В таких условиях правильная реакция в нештатной ситуации становилась крайне сложной. И дальше произошло то, что навсегда вошло в историю авиации как черная страница. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии всего через несколько минут после взлета, упав в Яванское море. Погибли все 189 человек на борту. Прошло несколько месяцев, но выводы сделаны не были. 10 марта 2019 года в Эфиопии самолет Ethiopian Airlines, снова 737 MAX 8, потерпел крушение по практически идентичному сценарию. В этой катастрофе погибли 157 человек, 2 аварии, 1 самолет и сотни человеческих жизней. В результате Boeing 737 MAX был на долгие месяцы приземлен по всему миру. Авиационная отрасль осталась один на один с вопросом, стали ли самолеты слишком умными, или пилоты оказались позади систем, которыми они управляют. В этот период Boeing был вынужден остановить производство. Сотни недоставленных самолетов простаивали на заводах, а авиакомпании предъявляли многомиллиардные иски. Из кассы компании ушли миллиарды долларов. Но, возможно, самой тяжелой ценой стали не деньги. Самой высокой ценой стали человеческие жизни. А для самой компании – потеря доверия. Когда самолет теряет репутацию надежного, под сомнение ставится не только одна модель, но и весь бренд производителя. Кризис 737 MAX серьезно подорвал образ Boeing как символа инженерного совершенства, создававшийся десятилетиями. Регулирование стало более строгим, процессы сертификации удлинились, и все последующие проекты Boeing тщательно контролировались. И все это нельзя объяснить одной ошибкой в программном коде. Эта история не началась с неисправного датчика и не закончилась одной строкой кода. Она началась гораздо раньше, с одного стратегического решения. Желание быстро отреагировать на конкуренцию в краткосрочной перспективе привело к тому, что конструкция самолета, которая и так была на пределе своих возможностей, была еще раз доведена до предела. Именно это решение стоило Boeing миллиарды долларов и его репутацию. К сожалению, оно также привело к гибели многих людей. Да упокоятся они с миром. Сегодня, оглядываясь назад, невозможно не задаться вопросом, что было бы, если бы Boeing в тот день выбрал другой путь? Несмотря на нехватку времени, если бы он решился разработать совершенно новый самолет с нуля, возможно, он потерял бы несколько лет на рынке. Возможно, Airbus в тот период стал бы еще сильнее. Но в долгосрочной перспективе, возможно, сегодняшнего кризиса не было бы. Или на этот раз возникла бы другая проблема в другой области. Ведь история авиации показывает нам, каким бы большим ни было предприятие, оно не может полностью избежать последствий решений, принятых под давлением времени. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Если бы Boeing, несмотря на нехватку времени, выбрал путь создания совершенно нового самолета, произошел бы этот кризис, или проблемы все равно возникли бы в другой форме? Напишите в комментариях, что вы думаете, давайте обсудим это вместе. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь за каждым самолетом, который мы видим в небе, скрывается гораздо больше историй, чем мы думаем.